Никола Тесла – один из самых загадочных и влиятельных ученых в истории. Его вдохновение порой казалось мистическим, что приводило к удивительным открытиям. Тесла рос в небольшой деревне Смелян, что на территории современной Хорватии, и с раннего возраста проявлял выдающиеся способности. У него была талантливая мать, которая увлекалась народными сказаниями, и, возможно, это сыграло свою роль в формировании его уникального мировосприятия. Его детские игры с электрическими явлениями стали предвестниками его будущих экспериментов. Тесла часто упоминал о своих видениях, которые могли появляться в моменты вдохновения. Он описывал яркие, детализированные образы и идеи, которые приходили к нему как будто из другого мира. Эти видения не были просто случайными фантазиями. Они имели четкую структуру и детали, что позволяло ему в дальнейшем реализовать их в своих изобретениях. Например, во время одной из своих работ по переменному току он увидел в своем воображении вращающиеся магнитные поля, что стало основой для его патента на индукционный мотор. Вдохновение Теслы также приходило от его страсти к природе. Он проводил много времени на свежем воздухе, гуляя по паркам и лесам. Именно там он ощущал связь с окружающим миром. Природа для него была не просто источником красоты, но и важным элементом в понимании научных принципов. Он верил, что все живое связано друг с другом, и использовал это ощущение гармонии для создания своих устройств. Кроме того, Тесла был вдохновлен различными культурами и традициями. Он изучал восточную философию и медитацию, что также добавляло элементы мистицизма в его научные исследования. Влияние восточной традиции на его мировосприятие проявлялось в стремлении понять больше, чем просто физические законы. Его интересовали тайны энергии и Вселенной. Вечные вопросы о жизни, сознании и энергии стали основой его работы. Тесла также имел уникальный способ работы с идеями. Он часто строил свои эксперименты в уме, тестируя их до момента, когда они были готовы к практической реализации. Этот подход позволял ему избегать множества неудач, с которыми сталкивались другие ученые. Он утверждал, что благодаря своим видениям он мог предсказывать результаты своих экспериментов с высокой точностью. Интересно, что многие из его идей и изобретений опережали свое время. Например, его концепция беспроводной передачи энергии в значительной степени вдохновила развитие современных технологий, таких как беспроводная зарядка. Вдохновение, которое он черпал из своего внутреннего мира, сочеталось с его глубокими знаниями в области физики и инженерии, создавая уникальное сочетание гениальности и мистицизма. Тесла продолжал черпать вдохновение и в своих отношениях с людьми. Он окружал себя инновационными умами, которые разделяли его страсть к науке. Часто он обсуждал свои идеи с коллегами и друзьями, черпая из этого еще больше вдохновения. Его работа с такими личностями, как Джон Морган и Джордж Вестингаус, помогла ему реализовать многие идеи, которые когда-то казались лишь мечтой. Вот так слияние мистики, природы и дружбы создало необычную и мощную силу, которая двигала вперед не только Николой Теслой, но и всем человечеством. Его видение и источники вдохновения не только помогли ему достичь успеха, но и оставили след на истории науки. Продолжая исследовать его жизнь, мы понимаем, что его тайные источники вдохновения открывают дверь к еще более удивительным открытиям. Мысль о том, откуда пришли его мистические видения, заставляет задуматься о глубине его гениальности и загадочности. Мистические видения Николы Теслы, вероятно, явились результатом его уникального внутреннего мира, где наука и эзотерика переплетались в единое целое. Эти видения не были простыми фантазиями. Тесла описывал их как яркие картины, которые возникали перед его глазами в моменты глубокого сосредоточения. Он даже утверждал, что мог видеть свои изобретения в мельчайших деталях, прежде чем они становились реальностью. В его записках можно встретить описание цветных искр, вращающихся энергий и даже образов, напоминающих другие миры. Одним из самых известных примеров таких видений стало его открытие переменного тока. Во время прогулки по природе он представил себе вращающиеся магнитные поля, что впоследствии привело к созданию индукционного мотора. Эта способность визуализировать идеи в своем сознании позволила ему не только предвосхитить инженерные проблемы, но и найти к ним решение до начала физических экспериментов. Уникальный подход к научным изысканиям стал его сильной стороной, и многие его идеи казались практически интуитивными. Тесла часто проводил время на свежем воздухе, что также способствовало его вдохновению. Прогулки по паркам и лесам стали неотъемлемой частью его жизни. Он чувствовал, как природа наполняет его энергией, и верил, что все живое взаимосвязано. Это ощущение единства с природой подстегивало его к созданию устройств, которые бы гармонично сочетались с окружающим миром. В его работе звучал призыв к уважению к природе и ее законам. Восточная философия также оказала заметное влияние на Теслу. Он изучал медитацию и другие практики, что способствовало развитию его интуитивного мышления. Эти источники вдохновения расширили его понимание мира и привели к тому, что он искал ответы на более глубокие вопросы о жизни и энергии.
Тесла стремился постичь не только физику, но и философские аспекты существования, что добавляло элементы мистицизма в его научные исследования. Еще одним важным источником вдохновения для Теслы стали его отношения с людьми. Он окружал себя прогрессивными умами и обсуждал свои идеи с такими личностями, как Джон Морган и Джордж Вестингаус. Эти обсуждения не только стимулировали его творческое мышление, но и открывали новые горизонты для его изобретений. Общение с единомышленниками давало ему возможность обмениваться мыслями и получать новые идеи, которые он мог адаптировать и развивать. Благодаря своему уникальному сочетанию интуитивного мышления, глубоких знаний и вдохновения от окружающего мира, Тесла смог создать ряд революционных технологий, которые изменили ход человеческой истории. Его мистические видения и внутренние источники вдохновения стали ключевыми элементами его гениальности, формируя его как одного из самых значимых ученых всех времен. Исследование его жизни и работ открывает завесу над тем, что же на самом деле двигало этим гениальным людьми в их стремлении к познанию и открытию. С каждым новым открытием становилось очевидно, что за его идеями скрываются не только научные принципы, но и глубокие мистические связи с Вселенной. Генная мутация – это слово часто ассоциируется с наукой, медициной и эволюцией. Однако для Николы Теслы оно приобретало совершенно другой смысл. Уникальные способности Теслы могут быть объяснены не только его выдающимися знаниями, но и, возможно, генетическими мутациями, которые сделали его ум более восприимчивым к необычным идеям и видениям. Его родословная, наполненная талантливыми людьми, в том числе и матерью, которая обладала выдающимися способностями в области народной медицины и технологий, наводит на мысли о том, что Тесла, возможно, унаследовал от предков нечто большее, чем просто интеллектуальные навыки. Некоторые исследователи предполагают, что его гениальность могла быть результатом не только усердной работы, но и биологического фактора – генетической предрасположенности к выдающимся достижениям. В его жизни наблюдается множество примеров, когда он с легкостью усваивал сложные концепции, которые другим казались трудными для понимания. Тесла, как никто другой, понимал важность своих корней и тех, кто стоял за его развитием. Он часто вспоминал о своих предках, и их влияние могло оказывать сильное воздействие на его научные изыскания. Однако помимо наследственности, его генная структура могла быть изменена в процессе жизни. Тесла был известен своей склонностью к одиночеству и эксцентричному образу жизни, который включал строгую диету и необычные режимы сна. Он утверждал, что избегал всего, что могло отвлекать его от работы. Этот стиль жизни мог повлиять на его психическое состояние и, возможно, на его генетический код. Исследования показывают, что стресс и образ жизни могут вызывать генетические изменения, что может объяснять уникальные способности Теслы. Его работа с электричеством и магнетизмом также могла способствовать изменениям на клеточном уровне. Тесла проводил эксперименты с высокими напряжениями и создавал удивительные устройства, которые взаимодействовали с электрическими полями. Это взаимодействие могло оказывать влияние на его организм, создавая условия для появления уникальных идей и концепций. Например, он часто использовал свое тело как лабораторию, испытывая различные электрические токи и их воздействие на свое здоровье и умственные способности. Интересно, что многие из его изобретений, таких как трансформатор Теслы, основывались на принципах, которые не были поняты его современниками. Он словно чувствовал, как именно эти технологии повлияют на человечество. Возможно, его генетические изменения и образ жизни создали уникальную среду, в которой его гений мог расцвести. В его записках можно найти упоминание о том, как он ощущал энергетику вокруг себя, что также может быть связано с его особым восприятием мира. Таким образом, можно предположить, что Николас Тесла не просто так оказался на переднем крае науки и технологий. Его уникальные способности, вероятно, были результатом сложного взаимодействия генетических факторов, образа жизни и его глубокого понимания природы мира. Эти элементы создавали ту невероятную синергию, которая позволила ему стать одним из величайших ученых всех времен. Понимание его наследия и влияние на современность открывает новые горизонты для изучения не только научных, но и человеческих возможностей, что делает его фигуру особенно значимой в истории науки. Погружение в его уникальный мир позволяет нам задуматься о том, что может быть за пределами обычного восприятия, а следующее исследование его идей еще больше приоткроет завесу над его гениальностью. Свет и звук, ТВ-пуск — это не просто физические явления. Для Николы Теслы они стали ключевыми элементами его уникального восприятия Вселенной. Он верил, что свет и звук передают скрытые послания, законы и тайны природы, которые только предстоит разгадать человечеству. Эта вера вдохновила его на создание множества инновационных устройств и технологий, которые сегодня воспринимаются как основы современной науки. Тесла часто утверждал, что все в мире вибрирует и излучает определенные частоты. Он считал, что понимание этих частот может открыть доступ к невероятным энергетическим источникам. Эта идея привела его к разработке трансформатора Теслы, который стал основой для беспроводной передачи электроэнергии. Исходя из своих собственных экспериментов, он понимал, что различные частоты могут влиять на объекты по-разному.
Например, он экспериментировал с высокочастотными токами, создавая явления, которые поражали его современников. Свое увлечение звуком Тесла также использовал в своих изысканиях. Он проводил эксперименты с резонансом, что позволило ему понять, как колебания могут вызывать разрушительные эффекты. Это знание впоследствии стало основой для его исследования механики звука и его воздействия на различные материалы. Он даже утверждал, что одно из его величайших открытий произошло случайно, когда он столкнулся с резонансом, который разрушил здание. Этот опыт стал поворотным моментом в его исследованиях, поскольку он осознал, что звук может вызывать как созидание, так и разрушение. Тесла также экспериментировал с цветом и светом, создавая удивительные визуальные эффекты. Он разработал множество устройств, которые преобразовывали электрическую энергию в свет. Одним из его знаменитых изобретений стал неоновый фонарь, который он впервые продемонстрировал на выставке в Нью-Йорке в 1891 году. Этот фонарь стал символом его невероятного таланта и понимания света как физического явления, а также его способности предвидеть будущее электрического освещения. Однако звук и свет для Теслы были не только научными инструментами, но и средствами общения с миром. Он чувствовал, что эти элементы могут говорить и взаимодействовать с энергией Вселенной. Это чувство стало основой его изысканий, когда он пытался уловить невидимые сигналы и энергии, которые окружали нас. Тесла верил, что все живые существа способны воспринимать эти сигналы, и именно поэтому он стремился создать технологии, которые позволяли бы взаимодействовать с ними. Когда он работал над своими изобретениями, он часто использовал звук как способ тестирования своих идей. Тесла понимал, что звуковые волны могут быть использованы для передачи информации, и это стало основой его исследований в области беспроводной связи. Его эксперименты с радиосигналами и беспроводной передачей информации стали предвестниками современного радио и связи. Таким образом, свет и звук для Теслы были больше, чем просто физические явления. Они стали основой его уникального подхода к науке и вдохновения для множества его изобретений. Эти элементы сыграли решающую роль в его стремлении понять законы Вселенной, и его способность улавливать их тайные языки помогла ему создать технологии, которые навсегда изменили мир. Погружение в его эксперименты с этими явлениями открывает новые горизонты для понимания того, как глубоко Тесла был связан с природой и ее скрытыми законами. В следующих исследованиях мы увидим, каким образом его видения будущего формировали технологии, которые сегодня кажутся привычными, но когда-то были настоящими революциями. Видения будущего Николы Теслы были не просто фантазиями или мечтами, они представляли собой ясные предсказания, которые последовательно сбывались. Тесла обладал удивительной способностью предвидеть, как будут развиваться технологии и какие изменения они внесут в общество. Одним из самых ярких примеров такого предсказания стало его видение беспроводной передачи энергии. В нем он описывал мир, где электричество будет доступно каждому и не нужно будет использовать провода или кабели. Это представление стало основой для разработки технологий, которые сейчас используются во всем мире. Тесла предсказал появление современных беспроводных технологий еще в конце XIX века. Он понимал, что передача информации и энергии по воздуху возможна, и именно эта идея вдохновила его на создание различных устройств, включая трансформатор Теслы. В своих записях он делал пометки о том, как будет выглядеть соединение между людьми и машинами в будущем. Его представления о беспроводной связи предвосхитили появление интернета и всех связанных с ним технологий. Кроме того, Тесла говорил о возможности создания устройств, которые могут генерировать электрическую энергию из окружающей среды. Он считал, что Земля излучает энергию, и, используя определенные технологии, можно создать системы, которые будут извлекать эту энергию. Это предсказание стало основой для современных исследований в области возобновляемых источников энергии, таких как солнечные и ветряные электростанции. Также Тесла предсказывал развитие автомобилей на электричестве. В своих записях он описывал, как автомобили будущего будут работать без топлива, что сделает их более экологичными. Он говорил о том, что электрические машины могут стать основным средством передвижения, и это видение начало сбываться с развитием современных электромобилей. Его идеи были настолько впереди своего времени, что многие его современники не могли их понять. Тесла также имел ясное представление о том, как технологии могут повлиять на общественное взаимодействие. Он предсказывал, что люди будут использовать устройства для общения на расстоянии, что позже реализовалось в виде телефонов и компьютеров. Эта возможность связаться с кем угодно из любой точки мира стала реальностью благодаря технологиям, которые он разработал. Интересно, что многие его предсказания о будущем основаны на том, что он видел в своих мистических видениях. Тесла верил, что его способность предчувствовать будущее была связана с его уникальным восприятием мира. Во время экспериментов он часто испытывал озарения, когда идеи приходили к нему в совершенно четком виде. Это предвосхищение различных технологических изменений позволило ему оставаться в авангарде науки и инженерии.
Таким образом, видения Николы Теслы не только удивляли его современников, но и закладывали основы для будущих изобретений. Его способность видеть будущее позволила ему создавать технологии, которые изменили мир. Тесла стал не только ученым, но и настоящим пророком, предсказавшим многие аспекты современного общества. Вдохновение, которое он черпал из своих видений, и идеи, которые он развивал, продолжают жить и влиять на нашу жизнь. Искусство предсказания будущего стало важной частью его наследия, и, погружаясь в его работы, можно увидеть, как далеко он ушел в своем стремлении понять и изменить мир вокруг себя. Теперь нам остается лишь представить, какие еще удивительные открытия скрыты за его наследием и как они могут повлиять на наше будущее. Никола Тесла был непревзойденным мастером в области энергетики и магнетизма, и его исследования в этой области открыли двери в неизведанные сферы науки. Он считал магнетизм и электричество не просто физическими явлениями, а ключами к пониманию Вселенной. В своих экспериментах Тесла проявлял особый интерес к взаимодействию энергии, что позволяло ему не только создавать новые технологии, но и предвидеть их влияние на человечество. Тесла разработал трансформатор, который позволял передавать электрическую энергию на большие расстояния. Это устройство стало основой для беспроводной передачи энергии, и с его помощью он мог создавать мощные электрические поля. Часто он проводил демонстрации, показывая, как его устройства могли освещать лампы без проводов, просто используя атмосферную энергию. Это поражало его современников и вдохновляло их на дальнейшие исследования. Тесла также проводил эксперименты с высокочастотными токами, которые создавали уникальные явления. Он замечал, что электрические поля могут вызывать резонансные колебания в различных материалах, что впоследствии привело к его пониманию принципов механики звука и его воздействия на окружающий мир. Он даже утверждал, что звук и свет могут взаимодействовать и передавать информацию, и это понимание стало важной основой для многих его изобретений. Одним из ярких примеров его работы с магнетизмом стало создание катушки Теслы, которая могла генерировать высоковольтные разряды, вызывая удивительные световые эффекты. Эти эксперименты не только продемонстрировали его гениальность, но и открыли новые горизонты для понимания электричества. Тесла также использовал свои знания о магнетизме для разработки электродвигателей, которые изменили подход к механике и технологии. Он верил, что магнетизм — это связь между физическим и духовным мирами. В своих записях Тесла описывал, как он чувствует магнитные поля, как они влияют на его эмоциональное состояние и творческое мышление. Эти ощущения вдохновляли его на создание новых устройств и технологий, которые должны были улучшить жизнь людей. Тесла также активно работал над проектами, связанными с гравитацией и антимагнитными полями. Он предполагал, что с помощью определенных технологий можно создать устройства, которые будут не только генерировать энергию, но и управлять гравитационными силами. Эти идеи казались фантастическими, но они стали основой для дальнейших исследований в области физики и инженерии. Некоторые из его экспериментов были настолько экстраординарными, что вызывали недоумение даже у его современников. Тесла работал с высокими напряжениями и мог вызывать электрические разряды так, что они оставляли заметные следы на окружающей среде. Этот опыт стал основой для его исследований в области электрической силы и ее воздействия на жизнь. Таким образом, энергия и магнетизм для Теслы были не просто научными концепциями, они стали элементами его уникального восприятия мира. Его эксперименты открыли новые горизонты для науки и техники, позволяя человечеству лучше понять законы природы. В то время как его современники, возможно, не всегда понимали его идеи, Тесла оставил неизгладимый след в истории науки, который продолжает вдохновлять новое поколение ученых и изобретателей. Его уникальный подход к энергии и магнетизму всякий раз возвращает нас к сути его гениальности, открывая новые возможности для будущего. Никола Тесла известен не только своими научными открытиями, но и странными экспериментами, которые оставили след в истории науки. Его стремление к познанию границ человеческого разума и технологий заставляло его проводить необычные исследования, многие из которых вызывали удивление и недоумение у его современников. Например, Тесла часто экспериментировал с высокими напряжениями, создавая поразительные электрические разряды, которые освещали ночное небо, как будто чудеса происходили прямо на глазах у зрителей. Одним из самых известных его экспериментов была знаменитая катушка Теслы. Это устройство позволяло генерировать высоковольтные электрические разряды, которые могли пересекать расстояние в несколько футов. Тесла использовал катушку для создания эффектов, которые вызывали восторг у публики. На демонстрациях он запускал ионные разряды, которые могли освещать лампы без проводов. Это явление показало, что энергия может передаваться беспроводным способом и открывало новые горизонты для будущих исследований в области электричества. Еще одним интересным направлением его экспериментов было исследование резонанса. Тесла понял, что определенные частоты могут вызывать резонансные колебания в объектах, что может приводить к их разрушению. Этот принцип он продемонстрировал, когда создал устройство, которое вызывало вибрации в здании, что приводило к его разрушению. Этот эксперимент стал основой для его дальнейших исследований в области механики звука и вибраций.
Параллельно с этим Тесла также работал над проектами, связанными с беспроводной передачей информации и энергии. Он стремился создать устройства, которые могли бы передавать электричество и данные на большие расстояния без использования проводов. Это стало основой для многих современных технологий, включая радиосвязь и беспроводные сети. Он даже мечтал о том, что в будущем каждый человек сможет получать информацию и энергию, не выходя из дома. Тесла также проводил эксперименты с магнитными полями, которые позволяли ему взаимодействовать с энергией Вселенной. Он создавал устройства, которые могли управлять магнитными полями, и проводил множество исследований в области магнетизма. В своих записях он описывал, как чувствуют магнитные поля и как они влияют на его эмоциональное состояние, что вдохновляло его на создание новых технологий. Интересно, что многие эксперименты Теслы были не только научными, но и художественными. Он часто использовал цвет и свет в своих работах, создавая удивительные визуальные эффекты. Тесла разработал несколько устройств, которые преобразовывали электрическую энергию в свет, включая неоновый фонарь. Этот фонарь стал символом его гениальности и понимания света как физического явления. Среди его экспериментов были и более эксцентричные проекты, такие как создание устройства для связи с другими мирами. Тесла верил, что с помощью определенных технологий можно установить контакт с иными измерениями. Хотя эти идеи вызывали скепсис у многих, они подчеркивают его уникальный подход к науке и философии. Каждый эксперимент Теслы открывал новые горизонты для науки и техники, позволяя человечеству лучше понять законы природы. Его исследования света, звука и магнетизма оставили неизгладимый след в истории науки и стали основой для развития современных технологий. Тесла не только создавал новые устройства, но и вдохновлял поколение ученых, показывая, что границы науки можно расширять и преодолевать. Его странные эксперименты, наполненные энергией и вдохновением, продолжают поражать воображение и заставляют задуматься о том, что еще может быть достигнуто в будущем. Никола Тесла находился в окружении множества тайных обществ, которые оказывали влияние на его жизнь и работы. Эти группы часто имели свои мотивы и интересы, и Тесла не раз упоминал о контактах с ними в своих записях. Одним из наиболее известных таких обществ было общество Супремус, которое объединяло ученых, философов и оккультистов, стремящихся разгадать тайны Вселенной. Тесла был открыт к новым идеям и концепциям, что привлекало внимание многих влиятельных людей того времени. Он устанавливал связи с различными тайными организациями, которые искали способы использования его гениальности для своих целей. Например, во время своих исследований электричества и магнетизма Тесла брал участие в собраниях, где обсуждались вопросы, касающиеся управления энергией и ее влияния на человека. Эти встречи часто проходили в закрытых клубах, где собирались только избранные. Одним из наиболее интригующих аспектов жизни Теслы было его взаимодействие с масонскими ложами. Существует предположение, что он мог быть связан с этим древним братством, которое искало знания и понимание законов Вселенной. Многие масоны того времени были учеными и инженерами, и их интерес к Тесле был закономерен. Они видели в нем потенциал, способный изменить мир с помощью его открытий в области электричества и магнетизма. В своих записях Тесла упоминал о том, что ему делали предложения о сотрудничестве от различных тайных обществ, которые хотели использовать его разработки для создания оружия и других технологий. Однако, будучи идеалистом, он отвергал такие предложения, веря в то, что его открытия должны служить человечеству, а не разрушению. Это убеждение стало основой его работы и его стремления создать более справедливый и гармоничный мир. Некоторые исследователи предполагают, что эти тайные общества пытались влиять на его исследования, направляя их в определенную сторону. Например, в начале 20 века Тесла работал над проектами, связанными с беспроводной передачей энергии, что могло привлечь интерес различных групп, стремившихся использовать эту технологию для контроля над населением. Тесла, однако, оставался независимым и продолжал свои эксперименты, игнорируя давление со стороны. Тесла также был известен своими встречами с известными личностями, которые были связаны с тайными обществами. Он встречался с такими фигурами, как Джон Морган и Джордж Вестингаус, которые искали новые способы внедрения электричества в повседневную жизнь. Эти встречи стали основой для сотрудничества, которое привело к разработке важных технологий, изменивших облик общества. Кроме того, Тесла часто упоминал о своих исследованиях, которые касались эзотерического знания и философии. Он изучал восточные учения, которые подчеркивали связь между человеком и Вселенной. Это стремление к пониманию законов природы и внутренней гармонии стало основой его творчества. Тесла также писал о том, как многие тайные общества пытались использовать его знания для собственных целей, но он всегда оставался верен своим принципам. Его идеи часто вызывали недоумение и отвергались его современниками, что привело к его изоляции и жизни в одиночестве. Несмотря на это, Тесла продолжал работать над своими проектами, веря, что в конечном итоге его открытия принесут пользу всему человечеству. Таким образом, влияние тайных обществ на жизнь и работу Николы Теслы остается предметом обсуждений и исследований.
Их интерес к его гениальности и попытки использовать его открытия создавали дополнительные сложности в его жизни. Тем не менее, Тесла оставался верен своим идеалам и продолжал свою работу, что в конечном итоге привело к невероятным достижениям в области науки и техники. В следующем исследовании мы увидим, как наследие Теслы продолжает влиять на современность и будущее. Наследие Николы Теслы продолжает оказывать значительное влияние на современность и формировать будущее. Его эксперименты и изобретения не только изменили ход научной мысли, но и стали основой для множества современных технологий. Например, концепция беспроводной передачи энергии, разработанная Теслой, вдохновила на создание систем беспроводной зарядки, которые с каждым годом становятся все более популярными. Наши смартфоны, планшеты и другие устройства теперь могут заряжаться без проводов, и это во многом заслуга идей, впервые озвученных Теслой. Его работа с переменным током стала стандартом для электрических систем по всему миру. Сегодня мы не можем представить себе жизнь без электричества, которое благодаря Тесле стало доступным и безопасным. По его инициативе были заложены основы для создания электросетей, которые обеспечивают миллионы домов и предприятий по всему миру. Применение трансформаторов и генераторов, разработанных им, стало стандартом в электроснабжении. Кроме того, Тесла активно исследовал возможности использования энергии из окружающей среды. Он предсказал, что энергия Земли может быть использована для питания электросистем, и современные исследования в области возобновляемой энергии, такие как солнечные и ветряные электростанции, нашли вдохновение в его работах. Идеи Теслы о том, как извлекать энергию из природных источников, стали актуальны в условиях глобальных климатических изменений и перехода на устойчивые источники энергии. В области связи Тесла также оставил глубокий след. Его эксперименты с радиочастотами и беспроводной передачей информации предвосхитили развитие радио и всех форм беспроводной связи, которые мы используем сегодня. Он мечтал о глобальной системе передачи данных, аналогичной интернету, который мы знаем сегодня. Многие из его идей, такие как возможность передачи информации на расстоянии без проводов, реализовались в современных технологиях, включая мобильные телефоны и Wi-Fi. Тесла также стал символом инновационного мышления и креативности. Его жизнь и работа вдохновляют не только ученых, но и художников, писателей и предпринимателей. Фильмы, книги и документальные проекты о Тесле подчеркивают его уникальные способности и гениальность, что способствует популяризации науки и техники среди молодежи. Он стал иконой, олицетворяющей идеалы научного прогресса и стремления к новым открытиям. Несмотря на то, что многие из его проектов не были реализованы при жизни, они стали основой для будущих исследований и разработок. Современные ученые продолжают исследовать его работы, и многие из его идей становятся актуальными в свете новых технологий. Например, его мысли о создании мировой энергетической сети продолжают обсуждаться в контексте современных исследований в области энергетики и коммуникаций. Тесла также оставил значительное наследие в области физики. Его открытия в области электромагнетизма стали основой для дальнейшего изучения этой науки. Многие из его идей, казавшиеся фантастическими в его время, сегодня рассматриваются как важные элементы научного прогресса. Исследования, основанные на принципах, открытых Теслой, продолжают развиваться, открывая новые горизонты в понимании природы и Вселенной. Таким образом, наследие Николы Теслы пронизывает современность и будущее, влияя на развитие технологий и науки. Его идеи, эксперименты и способности предвидеть будущее продолжают вдохновлять новое поколение ученых и изобретателей. Тесла стал не только ученым, но и символом стремления человечества к знаниям и открытиям.